Всем привет! Итак, продолжение эпопеи с автомобилем Seat Arossa. Итак, у нас на данном этапе замена порогов. Приехали ко мне вот эти пороги. Вот такие я еще не распечатал, не смотрел. Сейчас той высоты, на которой сейчас автомобиль находится, мне недостаточно, поэтому я хочу его приподнять на ту высоту, которая будет мне комфортна для замены порогов. Сейчас, значит, задача какая? Все это зачистить, от кислоты освободить. Зачищаем поверхность, примеряем пороги, ну и ввариваем. Итак, поднял на комфортную для работы высоту. Выявился ряд проблем, а именно отсутствие пола вот в этой части. Даже показывать не буду. И вот в этом месте дыра. Вот она. Видно палец. Очень неприятные находки. Не планировал я заниматься этим. Задача была у нас другая совсем. Ну не знаю, там будет видно, что с этим делать. Итак, сейчас, значит, я удалю вот эту часть. Она, в принципе, здесь не нужна, так как у нас с торца все гнилое. И что там происходит, мне неизвестно. Хотя, в принципе, итог один и тот же. И там все сгнило. Соответственно, вот эту штуку мы будем менять. То есть я сейчас продолжаю до конца, вот это все срезаю, удаляю и примеряем порог. В передней части здесь все отлично, металл в отличном состоянии. Внутри была обработка произведена, поэтому, соответственно, и нет никаких проблем. То есть будем порог сюда вваривать, в это место. А сзади, как я уже говорил, я все это срежу. Итак, друзья, немного о порогах. Пороги из себя представляют удивительное конструкторское решение. Это оцинковка, согнутые на гильотинном прессе. Я так понимаю, по какому-то шаблону. Толщина их сейчас посмотрим. Миллиметр ровно. Миллиметровка. Это что-то. Для порогов я еще, конечно же, не видел. Отличный порог. Итак, сейчас, значит, делать будем нахлест. Вот сюда будем накладывать порог и приваривать его. Соответственно, спилим мы вот по этой части. Вот здесь его нахлест положим. Почему не гниют пороги на этих автомобилях? Смотрите, это вот я когда спилил сейчас вот этот вот кантик сверху, вот я обнаружил вот это вот химическое вещество. Какой-то нефтепродукт, похоже на пушечное сало. При нагревании оно растапливается. Когда застывает, имеет вот такие восковые свойства, как воск. И все это вот находится вот здесь вот в запаковке, вот в этой вот. Соответственно, ржаветь по сути ничего не может, потому что там находится внутри вот эта вот штука.
Ну вот, в общем, последовательность действий такова. Прошел все, зачистил, прошел болгаркой, зачистил все зачистным кругом, чтобы соединение сварочное было максимально комфортное. Поставил порог, в принципе, все легло отлично. Сейчас, значит, на точках я пройду еще точек по 5 поставлю, чтобы было минимальное расстояние между точками, чтобы не было парусности. И уже прихвачу низ. А потом буду уже все проваливать сплошным швом. Вот на таком расстоянии друг от друга я сделал точки. Сейчас подтягиваю вот эти вот отверстия и провариваю низа. То есть фиксирую порог с нижней части. Итак, низа я прошел, торец я закрыл сплошным швом. Сейчас для того, чтобы вот эти точки соединить в сплошной шов, нам необходимо зачистить все это дело щеткой на болгарке, для того, чтобы было более качественное электронное соединение, для того, чтобы было наиболее качественное, для того, чтобы была наиболее качественная сварка. Итак, все прошел сплошным швом. Сейчас нам нужно закрыть вот это пространство внутреннее. Делаем каким образом? Положил сюда вот так вот щелезяку и сделал шаблон. Сейчас вырезаем болгаркой из этого шаблона деталь и привариваем. Вот такую деталь еще надо вырезать. Ну, вот так вот сделал пятку, торцевое завершение порога. Сейчас мы его зачищаем, шов. Зачищаем верхний шов, зачищаем вот эти точки сварные. Ну и можно грунтовать. Вот и все. Программа максимум на сегодняшний день выполнена. Порог на месте, приварен. Сверху сплошной шов, снизу по точкам. Результатом я доволен более чем. Завтра мы порог замотуем, зашпаклюем и загрунтуем. Ну а пока, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем удачи.